Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад на неделю с 30 сентября по 6 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой расклад не передаст вашу личную историю или вот те перипетии, может быть, в которых вы сейчас находитесь. Но если допустить альтернативные варианты развития событий, то как раз подсказки карт могут быть очень кстати. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, порой нас ставит в какой-то тупик. Или наоборот, дает нам какие-то возможности, и что-то не прошляпить, это тоже важно. Или заставляет где-то менять наши планы, корректировать именно внешние события. Да и время, в котором мы живем, оно как раз очень подходящее для каких-то перемен, хотим мы того или нет. Итак, давайте узнаем, что важно знать или, может быть, и сфера жизни, которой вы будете активно заниматься на этой неделе. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или вот те энергии, которые вам могут помешать. Или, может быть, конкретно есть какая-то помеха. Что же вам будет помогать, что вам будет радовать. Вот на что нужно переключиться как будто. По основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. И карту совет. Что же важно? Любовь, счастье, взаимопонимание, нежность, ласка. Ну, как какие-то очень добрые отношения, так и буквально любовь, когда люди понимают друг друга без слов. Личная жизнь, правда, на этой неделе выходит на первый план. Но, безусловно, это дуальная карта. И она еще говорит о том, что вы можете со всеми договориться, найдете взаимопонимание и, значит, сумеете решить те вопросы, которые, может быть, некоторым образом притормозились из-за того, что, ну, не было какого-то решения или, ну, была прежде какая-то путаница. Вот здесь все можно распутать. Давайте посмотрим. Неожиданности. Рыцарь чаш. Подарки, хорошее настроение. Может быть, признание в любви, мои дорогие, или ваше, или вам. Но и в целом позитивная неделя возможностей и хорошего настроения. В неожиданностях, приятности. Может быть, это какие-то новости, которые вас будут больше радовать. Давайте посмотрим, чему сейчас не время или что может помешать. Но не время пока какому-то празднику. Не время где-то, у нас показан, например, тройка чаш, не время тройственному какому-то союзу, мои дорогие. Ну, когда, может быть, и правда у кого-то была ситуация, когда третий лишний. Ну, не время, значит, пытаться, если даже есть какие-то воспоминания. Не время активировать какую-то историю, которая как раз больше создает проблем, если правда любовный треугольник был, нежели взаимопонимание. В принципе, не устраивать для себя, знаете, как какую-то многозадачность. Вот я бы сказала так. На этой неделе будет важно. Или будет для вас более в помощь, нежели когда вы себе дополнительные какие-то, как обещания кому-то дадите, а потом придется с этим разбираться. И будь то это обещание праздника, или это будь какие-то вопросы именно по части личных отношений. Может быть, у кого-то это проигрывается. А вот помогать будет как раз ваша какая-то активность, может быть, в любовном союзе или в приверженности вашему делу. И, кстати, король чаш, он очень грамотно переключается между двумя энергиями. Это чувство и материализм. Поэтому два направления как будто за эту неделю. Деньги и любовь. Вот так. И никуда не спешим, посмотрите. Любовь, но имеется в виду вот какие-то уже понятные партнерские отношения. А если вы, мои дорогие, находитесь сейчас как бы в поиске, да, в поиске я имею в виду, когда у вас вообще нет партнера, вы в каком-то сольном варианте, то тогда вам будет помогать, когда вы более, с большей эмпатией, когда
настроитесь как раз на новые знакомства. И я не могу сказать, что мы должны как-то особо активничать или окружить себя, тройка чаш все-таки, чему сейчас не время, сразу какое-то окружение кандидатов вокруг себя создать. Нет, больше оттолкнуться от того, что просит ваша душа. Ведь король чаш умеет уравновесить разум и сердце. И вам в целом это тоже помогает. Дела, работа, бизнес. По четверке мечей может быть такой момент, когда неделя паузы. Надо привести мысли в порядок. Или, ну, некоторые ожидания, может быть, по документам тоже. Мы складываем оружие, кстати, по этой карте. Есть и такое значение. Давайте я узнаю, что это может быть. Ну, в принципе, какая-то остановка может быть. Для кого-то необходимость, например, заняться своим здоровьем. И нам карта не говорит, что мы заболели напрямую. Но мы можем из-за усталости, кстати, где-то так сбавить обороты, и это проиграется. Или куда-то не спешить на кону солнца. Правда, не торопитесь. Занимайтесь тем, что сейчас для вас, для вашей души очень важно. Личная жизнь, может быть, вполне это и проигрывается на этой неделе. Путь к солнцу. Не торопитесь, может быть, даже какой-то, допустим, документ, если у вас не подписан, наоборот, нам карта говорит, у тебя все произойдет в свое время. Что же у нас по финансам? Туз жезлов, а здесь твердое намерение, как и зарабатывать деньги, так и новые варианты могут быть. Это ваше решение и как будто на что-то уже решимость. Что это обозначает? Для кого-то решение по поводу того, что в каком-то проекте вы не будете вкладываться, скорее всего. Тот проект, по которому вы потерпели либо фиаско в прошлом, либо то, что вас привело в тупик. У вас выпадает карта мага. По 3 выпавшим картам легкие деньги опасные есть такое значение, поэтому продумывайте свои решения, свои желания, чтобы с одной стороны не было какого-то разочарования. У вас достаточно сильная позиция, но может быть и какая-то повторение как пройденного. С одной стороны карта мага, вроде бы у вас и сильная позиция, но вы можете быть где-то и во власти собственных желаний. И поэтому, если какой-то путь или уже вами пройденный, или способ не сработал, не могу сказать, что сработает вновь. Поэтому просто будьте аккуратны, мои дорогие близнецы. Что же в личной жизни? Давайте узнаем. Карта Отшельник. Ну, может быть, и будет желание так вот уединиться некоторым образом. Как ни странно, выпадает 2 чаш и аркан Отшельник, противоположной карты. Давайте мы узнаем, немножко раскроем. Может быть, для кого-то это миссия, то, что вы хотите осуществить. Или своеобразная перезагрузка. С одной стороны, вам никто не мешает. Но, возможно, придется как раз и объединить разум и сердце. Или ваши какие-то направления, приоритеты и чувства. И это сделать будет не совсем просто. Может быть, кому-то из вас захочется как раз уединиться, и такое я тоже могу допустить. Может быть, и по работе солнце выпало. И это достаточно серьезный аркан, когда, ну, есть и вопросы касаемые работы, и, кстати, может быть, и заработка, который требует внимания, и когда вам даже хочется этим заниматься или больше времени этому уделить. И чтобы не было тогда обид со стороны вашей второй половины, мои дорогие, проявляйте эмпатию. Но давайте мы немножко дополним. Чего может касаться? Нет помех, кстати. Вот ведь о чем нам говорят. Но вас может что-то либо не устраивать. Карта умеренности. Ну вот во всем нужна умеренность, баланс, понятная, да. И сложно сказать, наверное, у каждого своя ситуация. 2 старших аркана не передают какую-то конкретику. Они лишь говорят спокойствие, ведь отшельник – это великий философ, который
распутывать сложные тайны, сложные узлы какие-то, перипетии, может быть, жизненных коллизий, и вам где-то придется этим заниматься. Может быть, и правда для кого-то это будет свидетельствовать карта о том, что не один партнер, а было, может быть, два партнера, может быть, один из партнеров, с кем вы уже даже расстались, о себе вдруг напоминает. Ведь это период такой, когда к нам возвращаются люди из прошлого, или воспоминания вас подталкивает к тому, чтобы обновить какую-то историю, или сам по себе человек так решил о вас вспомнить. И поэтому храните умеренность, не позволяйте разрушить себя, свою жизнь, то, что для вас важно. Обдумывайте все так вот мудро как-то подходите. Давайте посмотрим аркан, который нам как совет. Четверка чаш, есть какое-то разочарование. Ну, это вообще карта хандры, когда ничего не происходит. Может быть, вам хочется драйва, мои дорогие, а драйва как будто нет. Тут нам наоборот, храните спокойствие. Сама прекрасная неделя, как раз она и располагает к тому, чтобы насладиться взаимоотношениями с любимым человеком, да. Но, может быть, некоторые вопросы, как по части работы или ваших предпочтений, они могут о себе напоминать и играть более ярко, чем какая-то личная история. Или, может быть, вот так приходится корректировать планы. И есть сожаление. У каждого здесь по-своему. Давайте я достану еще одну карту. Да, у кого-то драйва напрямую хочется, шестерка мечей. Хочется именно, может быть, отправиться в дорогу. Возможно, вы планировали. Кто-то планировал путешествовать, кто-то планировал переезд. Может быть, недалекую какую-то поездку. И вы можете вспоминать, что это не осуществилось. Или не осуществилось в какой-то срок. Но храните терпение, правда, умеренность. Вы хозяин собственной судьбы. Это карта заслуженного успеха. И значит, какой-то успех к вам придет. Даже если придется несколько либо взять паузу, либо подкорректировать планы. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.